Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я расскажу, что можно и чего нельзя делать на Ореховый Спас. 29 августа православные христиане празднуют Третий Ореховый Спас. Это последний завершающий праздник из 3 летних Спасов. В этот день существуют некоторые запреты. Что можно делать на праздник Орехового Спаса? На праздник Третьего Спаса верующие могут прийти в храм на службу, а после осветить зерно или орехи. По древним традициям на Ореховый Спас можно активно работать в поле, саду и на огороде, собирать фрукты, овощи, орехи нового урожая, молотить муку на хлеб. На Ореховый Спас принято выпекать пироги с разными начинками, консервировать овощи и фрукты нового урожая. В этот день крестьянам можно было жать на полях пшеницу и рожь, а хозяйкам ткать полотно, чтобы обеспечить свою семью одеждой. Как и на Медовый Спас, в этот день нужно было чистить колодцы и освещать воду, а вода из подземных источников считалась целебной. До самого праздника Орехового и Хлебного Спаса был строгий запрет на употребление орехов, а также выпечки из муки нового помола. Эти продукты можно есть только после освящения в храме. Что нельзя делать на Ореховый Спас? 29 августа на Ореховый Спас нельзя ходить в лес без оберега, ведь именно в этот день там можно встретить нечистую силу. Она заведет человека в густые чащи и бросит на произвол судьбы. В этот день нельзя отказываться от работы, потому что Ореховый Спас – это время сбора нового урожая. На праздник Орехового Спаса категорически нельзя ругаться, сквернословить и завидовать. В этот день нужно желать людям добра и прощать все обиды. Нельзя лениться и бездельничать. В этот день нужно активно готовиться к зиме и делать продовольственные запасы. Нельзя отказывать в милостыне нуждающимся. На праздник Орехового Спаса большим грехом считается выбрасывать или наступать на хлебные крошки. В праздник не стоит унывать и пребывать в плохом настроении. В праздник положено радоваться и благодарить Господа за дарованный урожай, плоды, возможности и благополучие.